Всем привет! С вами Бурячки-мандрівнички, и сегодня мы посетим дворец Шенборнов в Закарпатье. Мы расскажем интересные истории и загадочные легенды про его обитателей, посмотрим, что же внутри, прогуляемся по красивому парку с озером, найдем источник красоты и покажем, где можно поселиться и вкусно поесть прямо рядом с замком. Мы находимся в селе Карпаты, и прямо за мной замок графов Шенборнов, или усадьба Перегвар, его еще так называют. Изначально этот участок земли принадлежал мятежному венгерскому магнату, однако после неудачного восстания этот участок земли отобрали и передали роду графов Шенборнов. Шенборнам здесь очень понравилось, это очень живописная местность, и сначала здесь построили небольшой охотничий домик, а позже уже такой красивый замок. Замок построен по очень интересному календарному принципу. У него 4 башни по количеству времен года, 12 входов, как месяцев в году, 52 комнаты, как недель в году, и 365 окон, как дней в году. Одно дополнительное окно замуровано на случай високосного года. Есть легенда о том, что граф Шенборн был очень ревнивым и постоянно изводил и себя, и свою жену мыслями о ее неверности. Однажды он встретил гадалку, которая посоветовала ему испытать его супругу. По ее мнению, если его супруга верная, то она сможет спуститься с опасной скалы и останется невредимой, потому что ей поможет Бог. И несмотря на то, что этот спуск был сопряжен с серьезным риском для жизни, граф и его жена согласились на это испытание. Его супруга смогла благополучно спуститься с этой скалы, однако семейного счастья это им не принесло. Сразу после спуска она бросила своего мужа, потому что он ее и до этого замучил уже своими подозрениями, и еще ее очень обидело то, что он так легко решился рискнуть ее жизнью. И по этой легенде жена Шенборна вернулась в замок уже после своей смерти в виде призрака черной дамы, и теперь она пугает постояльцев санатория. До Второй мировой войны этим замком интересовался Герман Геринг. Он даже предлагал президенту Закарпатской Украины Волошину крупный займ, если он разрешит купить этот замок. Но Волошин был против, поэтому замком продолжал владеть род Шенборнов до 1944 года. С окончанием Второй мировой войны замок был национализирован Советским Союзом, и вскоре тут разместили санаторий. Все ценное из замка вывезли в Ужгородский музей, и сейчас внутри можно посмотреть несколько залов, каминный зал, лестницы. Но в целом ничего интересного, замок находится внутри в очень таком печальном состоянии, поэтому лучше смотреть его снаружи. Но давайте все же посмотрим, что внутри. Большую часть помещений посмотреть, конечно, не получится, потому что сейчас это комнаты санатория. Но можно посмотреть, например, такой вот зал с красивым камином и необычной деревянной люстрой в виде женщины. А теперь давайте прогуляемся по парку возле замка. Это большой и красивый парк Дендрарий. В нем много редких растений из самых разных уголков планеты. Есть самшиты, тисы, магнолии и глицинии.
Сюда классно приезжать в любое время года, но особенно здорово, когда цветут магнолии или глицинии. В центре парка искусственное озеро, которое выкопано в форме Австро-Венгрии. Вокруг него есть дорожка, где приятно гулять. Много лавочек, где можно посидеть. Даже есть беседки, где можно и поработать. Тут нормально работает интернет, поэтому выглядит неплохим местом для удаленной работы. Но это не единственный парк Шенберна в Закарпатье. Есть еще один, не менее красивый. Про него мы тоже снимали видео, посмотрите, если еще не видели. Мы поселились в одном из отелей прямо рядом с замком. Покажу наш номер. Сразу у входа шкаф с сейфом. Тапочки тоже есть. Дальше у нас чайник. Есть чай. Есть посуда. Холодильник. Телевизор. Удобные стулья. В принципе, здесь можно даже работать, если не нужен стол. Большая кровать с такой патриотической подушкой. Здесь у нас душ. Шампуни тоже есть. И сейчас покажу самое интересное. Балкон. Здесь тоже есть стулья и столик. В принципе, удобно сидеть. И у нас классный вид на парк. И если бы не деревья, было бы видно дворец Шенбернов. Вон видно шпиль. И вид на горы тоже. Мы пришли на завтрак, он у нас включен в стоимость номера. Завтрак можно выбрать по меню. У меня английский завтрак, а у Юли тост с слабосоленым лососем и яйцом пашот. И каждому завтраку можно еще взять напиток бесплатно. Или кофе, или чай, или сок, или компот. У меня капучино, а у Юли компот. Выглядит вкусно, сейчас будем пробовать. Мы вкусно позавтракали. Кафе называется «Берегвар», и оно находится прямо рядом с замком. Кстати, мне всегда казалось, что кафе рядом с достопримечательностями не очень хороший выбор, потому что обычно там дорого и не очень вкусно, но это не тот случай. Мы здесь были на ужине в наш прошлый приезд, и было тоже очень вкусно. Мы ели бограч, дерун великан, десерты, кажется, какие-то, по-моему, шоколадный фондан, и все было очень классно и очень вкусно. Так что рекомендуем. И рядом с кафе сейчас цветут красивые магнолии. Пойдемте посмотрим поближе. Магнолии уже начинают отцветать, видите, лепестки падают, но все еще очень красиво. Здесь есть такая розово-белая и более яркая. У нас в отеле есть бювет с водой из источника красоты, а сам источник находится в парке. По легенде, старик случайно там умылся и так помолодел и стал таким красивым, что его жена не узнала его. Она тоже захотела помолодеть и искупалась в этом источнике, но перестаралась и превратилась в младенца. А вот и источник красоты.
О, вау! Что это за красавец? Вообще. Это классное место для спокойного отдыха. Можно приехать сюда на недельку, остановиться в отеле, который рядом с замком, и гулять по парку. А здесь есть где погулять, потому что парк очень большой и красивый. Можно также любоваться замком, читать книжку на балконе отеля или возле озера. И если станет скучно, можно поехать в Мукачево, которое совсем рядом, или в Ужгород, чуть подальше, но тоже довольно близко.